Привет! Компания Xiaomi презентовала новый субфлагманский смартфон Redmi Turbo 3. Его стоимость начинается от 25,5 тысяч рублей, и за эти деньги устройству есть что предложить вам. Поэтому давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! В основе новинки лежит практически флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, который работает в паре с памятью LPDDR5X и UFS 4.0. Чип набирает в AnTuTu более 1,7 миллиона очков. Чип не должен перегреваться, поскольку за его охлаждение отвечает эффективная система, говорят в компании. Redmi Turbo 3 использует 6,67-дюймовый OLED-экран с фирменной системой защиты глаз. Разрешение 2712 на 1220 пикселей, яркость от 500 до 2400 нит. Дисплей работает с частотой 120 Гц, тач-сенсор 480 Гц. В характеристиках указано шим-регулирование с частотой 1920 Гц. Поддерживается HDR10+, звук, конечно, стереодинамики. Все, что касается новых смартфонов, это здорово. Но добиться качественного звука, включив музыку на любом, даже самом флагманском смартфоне, не получится. Чтобы насладиться качественным звуком, лучше воспользоваться портативной колонкой, например, TronSmart T7. Первое, что приходит в голову при включении T7 на максимальной громкости, это восхищенное «Вау!». Этот компактный девайс удивляет своей способностью наполнять звуком даже просторные помещения. Будь то домашняя вечеринка или пикник на природе, T7 с легкостью создаст нужную атмосферу. Несмотря на свои довольно скромные размеры, колонка демонстрирует впечатляющую мощность и громкость, а также мощный бас. Внешне колонка выглядит как элегантный бочонок с верхней крутилкой громкости, окруженной RGB подсветкой. Текстиль и пластиковые вставки придают устройству солидность, а резиновые кнопки управления и порт Type-C, защищенные от влаги и грязи по стандарту IPX7, подчеркивают его практичность. Приложение для смартфона TronSmart позволяет обновить ПО и настроить эквалайзер, что дополнительно влияет на звучание колонки. Стоит отметить, что T7 оснащена двумя основными динамиками, двумя пассивными излучателями и дополнительным низкочастотным динамиком, что обеспечивает глубокие и мощные басы. TronSmart T7 поражает своими басами, не ущемляя при этом средние и высокие частоты. Создаваемая колонкой широкая звуковая сцена обеспечивает объем и громкость, сравнимые с полноценной стереосистемой. Теперь про автономность. Колонка оснащена аккумулятором емкостью в 4000 мАч, что обеспечивает до 7 часов воспроизведения музыки на средней громкости. При максимальном уровне звука устройство проработает около 5 часов. При уровне заряда в 20% колонка начинает оповещать о необходимости подзарядки. Полная зарядка устройства занимает примерно 3 часа. Я без колебаний рекомендую эту колонку, так как она отлично справляется с заполнением качественным звуком помещений площадью до 30 квадратных метров. Также ее легко можно взять с собой на пикник, закинув, например, в рюкзак. Ссылку на колонку оставлю в описании. Ознакомьтесь обязательно с этой моделью, рекомендую. А теперь вернемся к новостям. Теперь про камеры. Основной сенсор камеры Sony с разрешением 50 мегапикселей, еще есть 8-мегапиксельный ширик с датчиком Sony IMX355. Через фронтальную 20-мегапиксельную камеру смартфоном можно управлять даже жестами. За питание отвечает батарея на 5000 мАч, поддерживается проводная зарядка на 90 Вт, обещают время автономной работы более суток. Толщина корпуса 7,8 мм, весит телефон 179 грамм. Есть защита от воды и пыли IP64. NFC, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4 прилагаются. Теперь про цены. Самая дешевая начинается от 2000 юаней, это версия с 12 гигабайтами оперативной и 256 постоянной памяти. Остальные цены вы видите на своем экране. Предварительные заказы на китайском рынке уже стартовали, смартфон также можно купить в версии Гарри Поттер. Напишите в комментариях, как вам новинка, топ за свои деньги, или предлагайте свои варианты. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с Алиэкспресс, Яндекс.Маркета и Мегамаркета.
Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.